Когда я не знаю, какую тему посмотреть, я делаю поток. Вот и сейчас я хочу сделать поток, потому что даже не знаю, что придет. Меня зовет на расклад именно вот это ощущение космоса внутри, так как я соприкоснулась с этим космосом. Вот он у меня на шее. Это фантастическое ощущение. Это головокружение вместе с ощущением, как ты плывешь в космическом пространстве постоянно. А так и есть. Да, так. О чем речь? Танцующая в темноте, танцующая среди метеоритов и звезд, одна в пространстве, одна в городе. Она должна танцевать вот здесь, душа, а она будто потеряна в этих джунглях. Я ищу тебя, моя Вселенная. Я ищу тебя, потому что чувствую твой зов. Я чувствую тебя. Как ты призвала меня к себе, пригласила в свою жизнь и искать меня среди миров, среди мультивселенных, параллельных реальностях, везде, пока не найду. Потому что ты и есть моя душа. Ты женщина света, сотканная из света, плывущая в галактиках среди колец Сатурна, идущая по своему пути. И этот путь ты прокладываешь своими шагами. Ты идешь и на Земле, и в то же время ты идешь в космосе. Это одновременно, это многомерность. Вот она, многомерность. Ты живешь на Земле, ты воплощена на Земле. Вот ты идешь по ней, по этому пути. Но также ты идешь в космос, в космическое пространство, где планеты, экзопланеты, где Солнце, где Луна, где метеориты, астероиды. Ты идешь туда. Кстати, сейчас вот можете заметить, летает эктоплазма. Я чувствую, что только с тобой я познаю, что такое любовь. И это понятие любовь войдет в мое тело. Я каждой клеточкой своего тела ощутю эту любовь, и я выберу вместе с тобой идти по этому пути, потому что я твоя пара. Сейчас я в космическом пространстве, в пустоте.
мой скафандр дал трещину. И я нахожусь в безвоздушном пространстве. Я чувствую, что моя мечта, которая есть у меня, она лелеемая мною с детства. Эта мечта, это намерение, эта сила ведет меня вперед. Но сейчас этот корабль будто попадает в шторм и может погибнуть. Погибнуть от того, что я плыву будто не туда, потому что без руля и без ветрил плыву. Только ты меня маяком ведешь к себе. Ты мой светоч, ты мой маяк, ты моя вселенная, ты волшебница. Я сейчас должен преодолеть такое расстояние. Смотрю на Луну и вижу тебя. Ты танцуешь среди звезд, легкая, неземная, космическая моя. А я во тьме. Я сейчас познал, что такое разрушение. Я противоборствовал. Я борюсь за место под солнцем. И то, как я жил, меня уводило в иллюзии и в тьму. Я чувствую тебя. Ты наполнена этим светом и этой любовью. Ты вся наполнена этой любовью. А мой корабль терпит крах. Ты моя божественная, а я твой. Божественная пара пришла. Да, мой корабль потерпел крах еще тогда. Что-то сломалось еще тогда, когда мне было 5-6 лет. Может быть, чуть больше. А может быть, чуть меньше. Когда я был мальчиком, что-то сломалось. Я ощущаю ее рядом, как мою единственную и звезду, с которой нам по пути. Она выбирает сейчас новый путь. И она улетает. Она улетает в другое пространство, на другой уровень бытия, а я остался здесь. И я будто вылупляюсь из своего кокона. Нечто живое, наконец, начинает рождаться во мне. Душа моя возрождается. Я один. Мне холодно и пусто. Я готов лететь сквозь миры и пространства только для того, чтобы соединиться с ней в сильной любви. А сейчас я в пустоте.
Она познает Вселенную через мантические системы, через тайные знания. А я смотрю на звездное небо, на ночь. И что-то трепетное, живое рождается во мне. Утром я просыпаюсь и вижу опять этот город. Пустой и холодный. Она бесстрашна. Она идет в любой портал. И я знаю, что она может проходить сквозь любые расстояния, в любые миры. И она без сомнения оставит все то, что ей мешает. Она без сомнения найдет этот путь, когда она видит, что ее жизнь терпит крах, ее корабль, она оставит этот корабль, и она пойдет дальше. А я чувствую, что я умираю. Смысла нет вообще. Она моя зависимость. Я нуждаюсь в ней. Но я всегда действовал как хищник. Во мне этот хищник есть, он сидит. Но я хочу с чистотой прийти к ней. С чистотой познать ее. Вместе познать эту Вселенную. Тьма меня поглощает. Ребята, я не знаю вообще, кто это пришел. Они знают его? Давайте так. Но так, кого посмотрим. Девочки знают его? Или это еще предрешенная встреча? Они знают его? Ну, понятно, он благодать. Она благодать для него. Девочки, вы его знаете? Знаете как? Вы его чувствуете. Даже если физически вы не знаете этого мужчину, вы его чувствуете своей интуицией, своими энергиями. Вы считываете его энергии. Благоденствие. Это вообще о чем? Девочки, вы знаете, что этот мужчина к вам идет очень быстро. Ну, вот прям вот буквально вот-вот встреча произойдет, вот-вот. Либо вы познакомитесь с ним, либо, ну, то есть вы сразу это почувствуете, знаете, как восход солнца. Вот оно, вспышкой вот этой, ярким лучом, теплом. Сейчас пока многие в состоянии такого, знаете, медитативного, полумедитативного состояния, когда вы просто считываете энергии, восстанавливаетесь после череды событий, каких-то ваших личных трансформаций. И вы знаете, что этот мужчина, ну, чувствуете, это душа пришла. То есть это не, возможно, вы этого человека в физической реальности не встречали никогда, но знаете, что он учится. Почему? Потому что вы его чувствуете. Потому что вы чувствуете, что он проходит свои кармические уроки, прежде чем его пустят к вам.
Вот так. Вы его уже призвали. Многие призвали его уже. И вы чувствуете эту энергию, которая идет, исходит от него. Вы познали свою женскую суть, вы пошли вглубь себя. И долго-долго вы в этой глубине искали ответы на вопросы. Вы искали свою душу, будто бы считывали. Этот человек придет к вам трансформировавшимся. Он познает, что такое смерть и рождение. Он познает этот переход. То есть это может быть ваша родственная душа, тот партнер, с которым вы были, и он трансформировался. Он придет по-новому, то есть это совсем другой человек будто бы. Либо это совсем новый человек. Потому что вы-то двигаетесь в материи, вы постигаете смысл бытия, вы идете вперед. Ну, вас ведет этот источник любви, вы его чувствуете. Мужчина один, он свободен, он один. И он тоже ищет эту любовь. Смотрите. Между ними, между отшельником и королевой жезлов, истинная любовь, источник вот этот. В прошлых воплощениях вы точно с ним встречались уже. Это ваша божественная пара, либо душа, которая из одной монады вы, то есть из одного источника вышли вот эти две души. Этот мужчина сейчас постигает, он, знаете, как будто закапывается глубже в материю, чтобы познать смысл бытия, для чего я здесь. И он переходит, он знает, что ему нужно совершить этот переход к лучшему. Потому что ложь и обман везде, ложь, обман и предательство, страх, иллюзия, все это приводило его к боли внутри, потому что он познает, что хочет быть счастливым человеком, рядом с этой звездой, быть счастливым. Это его мечта. И сейчас у него идея даже горит. Знаете, даже если вы его не знаете, этого человека, он уже чувствует вас, он в вашем поле есть, он идет к вам. То есть, девочки, вы должны источать вот этот аромат любви, источник вот этот свой. Не закрывайтесь, не пропустите этого человека, потому что он горит вами, он уже выбрал вас. Он тоже после череды состояний, когда не лежачего, когда в апатии, когда в иллюзиях, когда глубокий какой-то самоанализ, в общем, провел человек, потому что он не брал эти шансы, ему давала судьба шансы, он их не брал. И вот он дожил до того момента, когда сейчас он понимает, что он как древний человек борется за место под солнцем. Но это древнее эго, это состояние пленника, борьба, война. Сейчас у него рождается инициатива. Вы знаете, этот человек на грани, на самом деле, на грани. Вот еще чуть-чуть, то есть ему нужно по тонкому-тонкому
лезвию пройти, либо через игольное ушко пройти невредимым. Потому что есть опасная ситуация в его жизни. Может быть, этот человек находится там, где опасно. Может быть, этот человек борется с тьмой внутри себя, и ему нужно совершить этот переход. И он движется к этой цели. Потому что сила, ваша сила его зовет, ваша сила его влечет к себе. И как бы он там не закрывался своим интеллектом, не... Знаете, как мужчины головой начинают простраивать свою реальность, здесь нет. Он понимает, что это так не получится. Головой здесь не решить. Здесь нужно проходить через эти трудности, прям брать эти уроки и проходить их для того, чтобы встретить ее, эту женщину, свою любовь, свою божественную пару. Когда душевное партнерство, душа в душу, вот смотрите, вот это двойка кубков, душа в душу. Когда в нем просыпается этот романтик, это чистая любовь. Это вот знаете, как без примесей, когда любовь без мужчина впервые, то есть как он вас как встретит, либо он, если вы его знаете, я не знаю, узнаете своего партнера, если сейчас этого человека вы как бы не встречались с ним в жизни, он есть для вас. И этот человек, у него сразу пойдет вот это при встрече с вами чувственная, вот любовь чистая, когда просыпается в человеке. Чистая любовь, без примесей. Ну, потому что вы вселенная, вы на расстоянии, да. До вас еще надо добраться. Вы центр мироздания для него сейчас. И он понимает, что только с внутренней правдой я могу подойти к ней. Я могу приблизиться к такой женщине, получить такое партнерство только через внутреннюю правду. То есть это к тому говорит, что человеческая душа, она, понимаете, две души притягиваются на вибрации друг друга, на вибрации. И только так, на внутреннюю правду, без вот этой зашоренности, без, знаете, без уловок ума. Когда он жил всю жизнь по одному какому-то сценарию, здесь на вас его сценарий сломался. Ух, как. А что ты защищаешься-то от чего? Защищается от искушений, защищается от дьявола. Ну, молодец. Выбирает направление движения. Хочет пройти через эту арку в триумф, в свою стабильность и стать для нее победителем. Чтобы познать, что такое праздник любви. Чтобы познать, что такое семейное благополучие, когда десятка чаш, когда счастье, наполненность, когда радость жизни. Вот он, посланник любви, он уже идет к вам на самом деле. Девочки, скоро, скоро, скоро. Девочки, а вы что, в самоограничениях-то сидите? Ну вы не пропустите его. Смотрите, два потока информации. Если этот человек от вас ушел, то сейчас у него наконец пришло осознание, что вы единственная его любовь на всю жизнь. Если этого человека вы не знаете, вы закрываетесь от него, все равно, знаете как, девушки, они такие противоречивые, то есть с одной стороны зову возлюбленного, с другой стороны закрываюсь от всяческого вообще проявления к себе, потому что боюсь, страшно опять довериться. А мужчина идет к вам уже, он уже пустился в это путешествие духовное, и его ведет дух сейчас. Это даже от вас не зависит, уже ведет его и его душа, и его дух. Самое главное, дух ведет его. Это сила, когда он готов
готов сеять добрые, плодоносящие семена. Он готов идти в любовь. Он готов к любви. Он готов любить. Он уже любит ее. На глубинном уровне он знает это, он любит ее. Он чувствует эту любовь. Хочет взять этот шанс на новую жизнь. Вот прям скоро-скоро, девчат, прям вот уже все, сел на коня, вот здесь на коня, тут на коня сел. Умеренность, а это что такое? Искусство равновесия, неопределенность. Тут показано, что вы зависали в каких-то процессах своих, ну и он тоже. То есть это вот должно было исцелиться. Ваша жертвенность должна была исцелиться, и его жертва должна была исцелиться. Вот это поведение, жертвы и поведение, оно приводит лишь к тому, что люди не могут соединиться в истинном партнерстве. Вот так. Ну вы-то женское изобилие, вы-то императрица, он к вам и идет. Зависает, но идет все равно, потому что тут он понимает, что только с вами это счастье, причем, знаете, на всех уровнях бытия счастье. И глубинная любовь, и наполненность чувствами, и радость, и счастье, и детский смех, и доброта, и когда вам хорошо друг с другом, а также это еще и процветание. Для него это шанс, потому что он понимает, с этой женщиной я буду расти ввысь дальше и дальше, потому что она меня всегда толкает в рост, будет толкать в рост. Такая женщина, ну вот императрица, да, с ней не может быть пажик, с ней не может быть недоросль, с ней не может быть мужчина, который не берет ответственность, там, который убегает от этой ответственности, всячески закрывается, уже, казалось бы, ничего не мешает, ну ты соединись с ней, возьми ответственность за свою жизнь, за ее жизнь, но нет. Разбитое сердце. Боишься, что ли, разбитого сердца? Боится разбитого сердца, боится того, что она-то вон какая личность. А кто я? А я лучше здесь посижу. Так, ребята, это, по-моему, нет. Или да, подождите, сейчас спрошу, это новый? Разрешение конфликта. Это новый человек, вы его не знаете еще. Обнуленный. То есть, смотрите, он вас чувствует кожей, он вас чувствует своей душой, своим сердцем. И это сердце, это дух его ведет к вам. Но страшно оставить свою стабильность, страшно идти в это новое, потому что он даже не знает, ну, вас, как вы выглядите, он не знает этого. Он просто вас только чувствует. И он прошел через цепь событий, то есть он сейчас пожинает вообще плоды всего того, что он посеял до того, как. Вот в нем вот это зародилось ощущение, что он должен двигаться к этой женщине, мифической женщине, он ее не знает. Он только верит и, знаете, опирается на внутреннюю мудрость и знание, которому дает Творец. Она очень проницательна, он так, холодное зарождение амбиций. Вот я говорю, его толкает чего-то такое в рост к вам. В созидание, в интеллектуальный прорыв, взять этот шанс. А потому что уже тяжело в этом жить. Вот как он жил до этого, ему тяжело. Он знает, что ему нужно выбор сделать и пойти в свою любовь. Находить свою любовь. Если
он понимает, что я сейчас нахожусь, например, нет, он свободный человек, мне показалось, что он свободный, да, он говорит, я свободен. У меня было партнерство, но я это оставил, потому что я понял, что это не по душе, это совершенно не мой человек. И я сейчас именно ищу ту женщину, которая составит мне истинную пару, с которой мы соединимся в этой истине, в этой любви. Она покровительница изобилия. Сейчас, подождите, ребята. Император куда? Все, тут другая информация. Да, знаете, какая идет информация? Не для всех. Это общий расклад, поэтому поток такой, что между королем и королевой Пентаклей произошла башня, слом привычного, разрушение. То есть муж и жена, либо пара была какая-то, не истинное партнерство, скажем так. Не хочу злобствовать и говорить плохие вещи, но здесь явно была ложь, обман, предательство, тяжесть бремени. Это уже невозможно было тащить, поэтому произошла башня. И я император, именно я хочу стать этим императором, защитить ее, вот эту королеву любви, которую я люблю всем сердцем, которую я полюблю всем сердцем, к которой я приду. Я надеюсь на удачу, о том, что у меня заживет мое разбитое сердце, за то, что я готов работать. Я готов впахивать на самом деле, чтобы достичь ее уровня духовности. Я готов к этому. Я готов возродиться, я готов пробудиться к новому. Я готов к мощному действию, потому что это мощное действие уже зажжено во мне. Оно зажжено ее намерением. Она меня призвала, и я иду. И я понимаю, что я не могу от этого зова никуда скрыться. Я не могу закрыть уши и сказать своему сердцу: не веди меня, не веди меня к этой женщине. Нет, я уже не могу этому сопротивляться. Это вселенский процесс. И меня ведет к ней. Вот это бесконечное, бесконечная любовь ведет меня к ней. Она моя цель. А что? Ну, цель хорошо, а дальше что? А ей-то что с этим делать? С твоей целью? Ты для чего идешь-то? Что тебе от моих красавиц надо? Так и говори, с какими намерениями идешь. Ну, понятно, тяжело тебе. И дальше что? Дьявол. Ух ты, дьявол, его колбасит как. Девочки, у него сейчас вообще вселенский процесс идет, у этого мужчины. Даже если вы его не знаете, потом спросите, он вам скажет. Действительно, он долгое время жил с уроками от дьявола. Короче говоря, по темным, когда мирам, когда приверженность своему жезлу и только так. Это все его привело к башне, к краху, к страху, к боли, просто неимоверная боль. Его вот так вот колбасят высшие силы. Для чего? А вот сила как раз-таки пробуждается. Ага, а сила чего? Сила его зовет: обнулись, обнули вот эти свои говнопаттерны. Иди в стабильность, не борись. А он в войне, потому что он вечно в войне был. А ему говорят: в стабильность иди, мы тебе дадим шанс. Высшие силы говорят: мы тебе дадим шанс, только ты его возьми. А он чего? А я, говорит, вишу в повешенном, я не знаю, я пленник. Как мне выйти из этого? Господи, какие мужчины пошли.
Боже ты мой. А все равно смерть этому придет всему. И плену его смерть придет, потому что трансформация пойдет. Новое начало у вас. Так, эти качели к чему? А любовь просыпаться будет. Но опять же, хочет взять шанс и скачать на свою колесницу и примчаться к вам. Выбор, 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 боже мой. Ну и предки рода вашего его не пустят к вам, пока он не станет императором. Вот так. И только так. Только так. Император, и вы его постоянная и единственная женщина. Все, по-другому никак не получится. Вы его звезда. Да. Тут от него даже мало что зависит уже. Потому что даже если ему будут предлагать стадо девиц, он на это будет смотреть: Господи, отвалите все. Потому что он понимает, что что-то внутреннее, живое в нем проснулось, и оно ведет его. Этот зов, он ни с чем его не спутал. То есть он осознал, что меня зовет. Ее душа его зовет. И все, и здесь невозможно сопротивляться. То есть он пойдет через тьму, он пойдет через жерло вулканов, он пойдет через пропасть, но он пойдет к ней. Да, вы пока этого не знаете, но это произойдет очень быстро. Так. Сейчас. Девочки, он осознал самое главное, что он похоронил. Главное, вы похоронили, и он похоронил всю ложь и обман в своей жизни. Связано это с другими людьми, понятно, но он это похоронил. Исцелил это все. И исцелил. Он понимает, что ему нужно много-много что-то предпринять, какие-то действия делать для этой женщины, для того, чтобы получить этот шанс и исполнить свои мечты и свои желания, наполниться этим счастьем. Он должен что-то делать, потому что обучение ему предстоит. Ну, тут огненная женщина, которая его зовет, которая соединена со стихиями, которая чувствует космос. Так, это что за тетка? Это она же? Вы, девушки, вы не подпустите к себе, вы в отшельницах-то, то есть вы одна лучше будете, чем с кем попало. Вы не подпустите к себе, кого попало сейчас, вообще нет. Вы будете всячески проверять вообще мужчину на его ресурсность. Ресурсность в каком плане? Дружок, ты должен пахать и делать что-то для наших отношений, для меня. Если ты просто хочешь по-легкому заполучить красавицу, искупаться в этой любви, а потом уехать, то тебя ждет крах. Причем ты достигнешь дна преисподней. Вот так идет. Поэтому исцеляется, девочки, просто фундаментально. И его высший суд сейчас этого мужчину рихтуют под встречу с вами. И буквально у него возрождение идет из пепла. Перерождение его души.
и исцеление его души. И завершение старого этапа жизни. Он понимает, что старый этап, все, я его оставил. Там, где, возможно, прошлое у него было, как у всех нас есть прошлое, да, он его оставляет там, в прошлом. Он ушел оттуда, да. Но он не хочет повторения. Чего ты ждешь? Вот знаете, он готов взять шанс, потому что вот этот огонь внутри его ведет, но он борется еще сам с собой. Да, через Луну ему надо пройти. Его ломают его высшие силы. Его иллюзии все приводят к краху, то есть, но его просто вынуждают. Вот это когда нужда есть. Вот знаете, это когда человек осознает на глубинном уровне, в чем он нуждается, в самом вот это истина. Вот сейчас я, в чем нужда моя, без чего я не смогу просто жить. И вот это осознание его толкает к действию и к путешествию, к преодолению препятствий, к преодолению расстояния. Ну тут вот он, меч Исильдура, как обычно, тут у нас выпадает всегда. Воин света. Прежде чем ему стать магом, то есть повелителем этих стихий, потому что такую женщину потянуть энергетически очень сложно, он должен преодолеть в себе разочарование духа. Ну, любовь она есть. Смотрите, два потока информации. Либо этот человек, вы его знаете, он из вашего прошлого, ваш бывший там, либо ваш нынешний, с которым ничего не понятно вообще, но он к вам идет. Либо этот человек, ваша родственная душа, и вы его еще пока не встретили в этом воплощении. Он идет к вам для семьи, для создания счастья, для перспектив, для открытия дверей. Он ваш дар Вселенной, а вы для него дар Вселенной. Это любовь ваша истинная. Это счастье. Для счастья идет человек к вам. Принимайте, ну, смотрите просто глубинно чувствуйте человека и тщательно фильтруйте вообще все то, что этот человек, с какими он посылами. Вот это главное. Вы почувствуете малейшую какую-то вибрацию лжи, ну, вы уже сильные девочки, вы уже отрежете это все. Как только вы почувствуете искренность, чистоту его намерений, то да, вы его, возможно, впустите в свою жизнь. Но опять же, этому мужчине нужно постараться. Ну, извините, и награда, ради которой можно стараться, это счастье, тотальное счастье и для него, и для вас. Принимайте.